Добрый день, уважаемые дамы и господа! Приветствуем вас на ледовой арене кузнецких металлургов имени Олега Короленко на вторых зимних играх «Дети Азии». Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to Novokuznetsk. Welcome to the Oleg Korolenko Kuznets Metallurgy Sport Palace. Welcome to the second Winter Games, Children of Asia. Соревнования проводятся организационным комитетом «Дети Азии». Через несколько минут мы начинаем соревнования «Девушки. Произвольное катание». This hosted by the organizing committee, Children of Asia. In just a few moments, we'll start the ladies' free skating. Напоминаем вам, что курение запрещено во всех помещениях Дворца спорта. Также во время соревнований запрещена фотосъемка с использованием вспышки, поскольку это может привести к травме спортсменов. Убедительно просим вас выключить мобильные телефоны и не бросать предметы и цветы на лед. Подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончании выступления, должны быть полностью завернуты. Большое спасибо! We remind you that smoking is not permitted in the arena. Flash photography as well as video recording is forbidden. Furthermore, we kindly ask you to turn off your cell phones. And please, don't throw any items onto the ice during the competition. Gifts and flowers offered to the skaters must be completely wrapped. Thank you for your cooperation. Уважаемые дамы и господа, разрешите представить официальных лиц данного вида соревнований. Ladies and gentlemen, it is a pleasure to introduce the judges and officials for this event. Рефери The referee of the event, Анастасия Горбачева. Судейская бригада. the panel of judges, Судья номер 1 judge number 1, Оксана Калугина. Судья номер 2 judge number 2, Людмила Куржановская. Судья номер 3 judge number 3, София Киташева. Судья номер 4 judge number 4, Светлана Ершова. Судья номер 5 judge number 5, Регина Трусова. Техническая бригада. the technical panel, Технический контролер the technical controller, Данил Галимов. Технические специалисты the technical specialist, Татьяна Александрова и Ирина Белоусова. Разрешена разминка первой группы участников. Let's welcome our first group of skaters to the ice. На льду On the ice, Джари Алмула, Сама Джирак, Айнур Бердиева, Аймарал Байрамова, Айрих Ку, Елизавета Римова.
Ну, поистине международный размах. Турнир по фигурному катанию на играх «Дети Азии». И у нас сейчас на льду юные фигуристки из Кувейта, Туркменистана, Таиланда и только одна представительница России, представительница Кузбасса, где как раз мы с вами находимся. Арена кузнецких металлургов. Новокузнецк принимает турнир по фигурному катанию вторых зимних международных игр «Дети Азии». С вами Андрей Журанков, и сегодня мы с вами посмотрим произвольную программу у юниорок. Юниорские произвольные программы, они покороче взрослых и чуточку попроще. В них нет дорожек шагов, то, что есть у взрослых фигуристов в произвольной программе. Но вот сейчас мы как раз видим, что называется, по возрастанию результатов в короткой программе Джори Аль-Мулла. Затем у нас идет еще одна представительница Кувейта, Сама Джерак. Ну и сейчас я всех представлю, а вот как раз мы приближаемся к лидерам. И как раз лучшие короткие программы показали Дина Хуснудинова, Мария Агаева. Они набрали свыше 60 баллов. У Хуснудиновой 65-26, у Агаевой 63-96. На третьем месте сейчас идет Зарина Кашапова, представляющая Татарстан. Она из Казани. И четвертая Маша Парамонова. Ну вот здесь, кстати, за третье место может быть очень интересная борьба, потому что по большому счету, так если посмотреть, то 58-29 у Зарины Кашаповой и у занимающей, да даже вот тут 9-е место Арины Веденеевой 51-55. И исходя из того, что здесь абсолютно никто не застрахован от большого количества ошибок, все может произойти. Ну, как, например, накануне в турнире одиночников Василий Бараховский, который был пятым после короткой программы. Он прекрасно справился с произвольной, обогнал нескольких человек и в итоге поднялся на пьедестал почета, потому что Кирилл Карпылев и Глеб Ковтун в итоге ошибались значительно серьезнее и проиграли Бараховскому. Ну, Бараховскому вообще был практически чистый прокат, там только один элементик, что называется, он отдал, остальное все сделал. Ну, здесь у девушки, я думаю, будет борьба еще более непредсказуемая. Да, у нас есть два явных лидера, которые, по идее, должны разыграть золото и серебро. Но, с другой стороны, если вдруг начнутся нервы, переживания, срывы, то тут все может измениться. Но главное у нас все-таки это не результат на этих играх. Главное, конечно, это возможность юным спортсменам показать себя на настоящих международных соревнованиях. И вот представляете, когда бы мы с вами увидели фигуристок из Кувейта. Джори Аль-Мулла и Сама Джерак. Приехала сюда делегация Кувейта. Ну вот она практически вся на наших экранах. И еще не хватает как раз второй фигуристки, Сама Джерак, которая будет выступать второй. А Джори Аль-Мулла появляется на льду. Девочка набрала в короткой программе, ну, давайте все-таки, да, я произнесу эти страшные цифры, 7 баллов 59 сотых. Всего 7 баллов 59 сотых. 1 балл 15 сотых за технику и 8,44 за компоненты. Тут, конечно, у судейской бригады сложность, потому что когда ты привыкаешь судить сильных спортсменов, то перестроиться на судейство, по большому счету, абсолютно детской программы, хотя у нас девушке 15 лет, но это программа 7-8-летней фигуристки в России, а то, может быть, даже и 6-летней. Это вот был только что, как я понимаю, флип. Все прыжки в один оборот. Ридбергер.
Комбинация прыжков. Сальхов, тулуп, тулуп. Вот смотрите, она в правую сторону вращается. Представляете? Мы же все привыкаем в первую очередь вращаться. Это нам привычнее, обычнее вращаться в левую сторону. И мало фигуристов, которые умеют вращаться в обе стороны. А вот она, причем она делает прыжки в традиционную левую сторону. Вот, пожалуйста, это у нее еще один потрясающий каскад Аксель Ридбергер. Вот, она еще умеет вращаться в левую, в правую сторону. Да, так, это у нас Сальхов был. Джари Алмула, клуб зимних видов спорта, Кувейт. Большая радость, на самом деле, для всей этой команды приехать, выступить. Ну, потому что, представляете, да, в каких официальных турнирах Международного союза конькобежцев могли бы принять участие эти девчонки? Ну, ни в каких абсолютно, да. Все, что им могло перепасть, это турнир их школы фигурного катания в родном Кувейте. По большому счету, потому что я сомневаюсь, что там проводится какой-нибудь юниорский чемпионат Кувейта, потому что, скорее всего, таких девчонок, таких фанатов фигурного катания там раз, два, три и обчелся. Поэтому такая потрясающая возможность приехать, показать свои костюмы замечательные. Вот комбинезоны, по-моему, были у обеих в короткой программе и платье в произвольной. Показать эту программу, поставленную под Элен Сигану. Ее версия «История любви». Сесть в киссинг-край, помахать флагом родной страны. В общем, замечательно. Сейчас мы, конечно, увидим оценки. Они будут обязательно. Но вот просто для понимания, что все будут исполнять сегодня двойные и тройные прыжки, да, а вот одинарные, которые мы увидели, видите, 8,54 за технику набрала Джари Алмула, и общая сумма 26,13. Официальный ее международный результат. Так вот, одинарные прыжки, вот стоит одинарный тулуп 0,4, столько же Сальхов. Вот самое сложное у нее был флип. Флип одинарный стоит аж 0,9.
И еще одна представитель Кувейта. Сама Джирак. Здесь уже будут восточные мотивы. Ну, нужно сказать, что сам Джирак, она помоложе. Ей 13 лет, но она более мастеровитая фигуристка, нежели Джори Аль-Мулла. Потому что, например, Джори Аль-Мулла у нас исполняла аксель как перекидной, ну, то есть полоборота. А у самой Джирак есть прямо 1,5 оборота. Вот как раз это оно и есть. Каскад. Одинарный аксель тулуп. Еще один прыжок в 1,5 оборота. Как смело она заходит в эти аксели. Хотя видно, как внутренне ее трясет. Так, Ридбергер. Ридбергер, Ойлер. Флип. Такая экзотическая комбинация прыжков. Сальхов и Ридбергер. Какая хореографическая секвенция. И сразу самый сложный, самый дорогой прыжок ее произвольной программы — одинарный луц. Это 2 Ридбергера в один оборот. Ну, я вообще, честно говоря, сомневался, что кувейтские девчонки выйдут на произвольную программу, но зря так о них плохо думал. Смотрите, они докатывают произвольную. Докатывают, не теряя элементов. И ровно в музыку закончила сама Джирак. Я чуть-чуть ошибся, я по памяти сказал, сколько стоят одинарные прыжки. Я о них хорошо думал. Одинарный луц самый дорогой, естественно. Ну, понятно, у нас, да, тулуп самый простой, самый дешевый. Если брать одинарные, то тулуп и Сальхов 0,4. Дальше Ридбергер, Ойлер и Флип 0,5 и Луц 0,6. То есть вот, например, у нее вот этот каскад Ридбергер, Ойлер, Флип, каскад комбинация Ридбергер, Ойлер, Флип, получается 1,5 балла стоит. Ну, это понятно, если техническая бригада не увидит там недокруты. Ну, мне кажется, что как-то в одинарных прыжках еще и недокруты смотреть несколько странно это. Поэтому сейчас тут все эти десятые сложат, получат целые какие-то и выведут оценку за произвольную программу 13-летней фигуристки Самы Джирак, представительницу Кувейта. Ну, а вот за компоненты, например, Джори Аль-Мулле поставили хореографию 2.25, то есть у нас же, да, от 0 до 10 баллов.
презентация программы 2.17 и уровень катания тоже 2.17. Ну, наверное, все-таки, думаю, сами Джирак должны поставить компоненты побольше. И поэтому сейчас сумма будет тоже побольше, нежели ее соотечественница. Но самое главное — это улыбки у этих девчонок. А мы с вами посмотрели, как катаются не только такие уникальные фигуристки, как в России или как в Японии, но и как катаются в тех странах, где, казалось бы, фигурного катания нет, но оно там есть. Несмотря ни на что. Несмотря на то, что кругом пески. Но, кстати, да, есть ледовые площадки, причем они в арабских странах появились достаточно давно, когда начался вот этот эпоха экономического процветания, когда началась в арабских странах. И уже даже вот в 80-е, в 90-е там начали появляться первые искусственные катки, очень маленькие. Да, вот смотрите, видите, 11.73, больше 10 баллов за дик, 21.12 за компоненты. Ждали они английской. 32 point. Ну что же, поздравляем их с этими результатами. Но и идем дальше по фигурно-катательной экзотике. Айнур Бердиева. Айнур 13 лет. Она из Туркменистана, из Ашхабада. И ее произвольная программа. Каскад, двойной луз, двойной тулуп. Но тут, конечно, к сожалению, у нее, да и двойной аксель был в самом начале. Все очень тяжело. Ридбергер. 2 оборота. Ну, по крайней мере, это уже двойные прыжки. Или, по крайней мере, попытки их сделать. Еще один двойной Ридбергер. Как раз видно, что ее подруга по команде стоит у бортика и смотрит за тем, как Айнур катается.
запуталась, в какую сторону заканчивать. Развернулась, увидела, что там стоит тренер, поняла, что она на другой борт должна повернуться к судьям. Сориентировалась. Ну, да, не должно было быть одинарных прыжков, но, мне кажется, падение на, по-моему, на Ридбергере, да, оно как-то окончательно всю смелость у нее съела. И дальше она стала делать одинарные прыжки. Ну вот, самый такой двойной луз, двойной тулуп, самый напряженный каскад и самый дорогой каскад. Вот как раз после этого падения начались то, что мы называем бабочками, но здесь это не бабочка. Здесь это прыжки. Ну, вот для таких девчонок, вот как сейчас выступали фигуристки из Кувейта, вот для Айнур, ну что поделать, одинарный прыжок — это тоже прыжок. Вот видите, двойной флип не получился в один оборот, двойной луц тоже один оборот, но все-таки вот в самом конце она постаралась исполнить двойной флип. Ну понятно, тут все с галками, поэтому многие двойные прыжки, даже когда они вроде как в два оборота сделаны, они превратятся в одинарные, некоторые просто с одной галкой, и значит тоже по базовой стоимости будет меньше. Ну, в общем, такая вот техническая сторона этой программы. Зато послушали замечательную музыку в исполнении Ары Геворгяна. Элин Каримова тренирует Айнур. И Яна Вахитова тренирует Аймарал Байрамову, который сейчас уже на льду. Вот. Приехали наставники со своими фигуристками. Но нужно сказать, что несмотря, да, на такой уровень катания, но все равно это тот максимум, который они наработали. Они все равно для этого работали. Они все равно приходят на тренировки, стараются что-то новое изучить, ошибаются, готовят, придумывают программы, готовят красивые платья для того, чтобы выступать даже на каких-то небольших соревнованиях. Ну, понятно, что в Туркменистане проводятся маленькие турниры. Но вот тут, представляете, поехать на международные соревнования игр «Дети Азии». Для них это, ну, как я не знаю, как полет в космос. Тяжелый вдох. Не мучайте, выставляйте оценки. Спорить тут особо не о чем. После короткой программы у нее было 22 балла, у Аймарал, ее соотечественницы, 23 балла. Ну вот видите, 42,23. По сумме двух программ 64,31 балла. Текущее место первое. Сами засмеялись, тренер, конечно, когда улыбнулся. Вот видишь, ты сейчас первый. Но посмотрим. А вот что, а вдруг борьба будет между двумя туркменскими фигуристками и еще представительницей Таиланда Иригу, которая как раз после Аймарал Байрамовой должна выйти на лед. Айнур Бердиевой 13 лет, а Аймарал Байрамовой 15. Сейчас еще, я думаю, музыку, которую не часто мы слышим, нам доведется прослушать. Eternal Love, композер в исполнении Сапармирадова.
здесь, видите, здесь уже хореография появилась. Здесь есть явная цель представить свою хореографическую композицию, задумку, создать эмоциональный рисунок. Двойной флип, двойной тулуп. Не рискнула она исполнять двойной аксель. 1,5 оборота только сделала. Ой-ой-ой, что-то как-то расклеилось. Вместо двойных сальхового тулупа сделала все в 1 оборот. Так может проиграть Айнур. Вращение в волчке с 2 позициями. Ойлер и двойной сальхов. Ну вот, самая дорогая комбинация в ее программе. Ну, она сейчас постарается все-таки 2 оборота скрутить. Ну, держись, держись. Молодец. Двойной Ридбергер. Комбинированное вращение со сменой ноги. И закончила свою произвольную программу под очень красивую фортепианную мелодию Аймарал Байрамова. Марал Барим, Ашхабад, Туркменистан. Ну, мне кажется, конечно, что нужно отметить у этой фигуристки попытку кататься красиво, развернутые плечи, поднятая голова, взгляд устремлен не вниз под ноги, а на зрителей, иногда на судей. Каталась она музыкально. Музыку слышал. Ну, вот видите, да, вот здесь тоже приземление на ход вперед, поэтому тут от этих прыжков останется вообще ничего. Но техническая сторона, если ее разбирать, тут, в общем, далеко можно зайти. Просто вот я думаю, что вы обратили внимание, проблема вот этих фигуристов, которые мы только что видели, в чем сложность даже для них двойного прыжка. У них не работает колено и вообще не работает корпус в прыжке так, как по идее должен. Поэтому у них и получается, что они
не добавляют силы, не работают прям в полную мощь, хотя бы в их мощь, коленом, плечевым поясом, спиной. И получается, что это все, знаете, как ну, вот на уровне просто такого прыжочка с прокрутом вокруг своей оси. Еще один раз прокрутиться это несложно, один раз и мы с вами сможем, да, прокрутиться. Ну, на полу я имею в виду. А вот уже два это сложно, два оборота. Ну и 46,35 она все-таки обгоняет Айнур Бердиеву Текущее место первое. и становится лидером. Ну, еще минут на 7 она будет значиться как лидер нашего соревнования. А там, может быть, вдруг и Рейху обгонят. Хотя, конечно, честно говоря, верится в это слабо. Итак, Таиланд. Центр Таиланда, Бангкок. Девушка из Бангкока, которая тренируется в Москве у Сергея Давыдова. Музыка из мюзикла «Отверженные». Чучку не повезло. Двойной аксель, падение. Ну ничего, еще вся программа впереди. 7 прыжковых элементов, 3 вращения и хореосеквенция. Сейчас самый сложный прыжок в ее программе. Сделает 3 оборота. Нет, к сожалению. Сальхов на ход вперед. Все докручивало на льду. Двойной луц, двойной тулуп. Вот это неплохой двойной луц. Может, даже чучку в плюсики попадет. Почти двойной аксель. Там опять будет недокрут, серьезный в галку. Но главное, что она не упала, как в начале. Ридбергер, Ойлер, Сальхов.
коллектив все равно молодцы. Эти девчонки, понятно, что произвольная программа, это, ну, конечно, это длинная программа, это программа насыщенная. И если многие еще могут скатать короткую программу, то произвольная — это более серьезное испытание. Но, смотрите, обе программы поставлены, что у представительниц Кувейта, Туркменистана, что у этой девушки из Таиланда. Но здесь вообще чуть-чуть другой, более серьезный уровень. Какие-то, знаете, уже, может быть, даже какие-то амбиции есть, чтобы быть первой у себя в стране. Вот здесь тройной сальхов прям на ход вперед, и поэтому в итоге пойдет как двойной он. Но главное, смотрите, весь арсенал прыжковых элементов у нее есть. Аксель, сальхов, луц, флип. Все постаралась показать в своей произвольной программе Ригу, которой 14 лет и которая тренируется в Москве на льду спортшколы ЦСКА. Одна из самых талантливых таиландских фигуристок. Тут, кстати, между прочим, если посмотреть итоги короткой программы, то вот Иригу набрала-то 25,7. А вот дальше уже девчонки, вот следующая фигуристка, которая сейчас уже на льду, но мы не видим, понятное дело, потому что мы с вами наблюдаем Иригу в ожидании оценок. Так вот, Лиза Римова, представляющая Кемерово Кузбассы, у нее 34,80, то есть за 30 баллов. И здесь вот все они рядом стоят. И София Витрина 35,69, потом Ульяна Ильиченко, тоже еще одна представительница Кемеровской области, потом Амалия Сулаймонова из Узбекистана 38,85. Так что возможно, что вот сейчас Римова откатается, посмотрим, как откатается. И дальше, возможно, будет какая-то борьба между девчонками. Ну вот, смотрите, видите, уже даже за компонента 34,47, почти 20 баллов за технику. Понятно, что это первое текущее место. Ну а теперь юная фигуристка из Кузбасса, из Кемерово. Так, Лиза Римова, 13 лет ей. Спортивная школа номер 6. Кемерово. Тренер Екатерина Савицкая. Свиридов. Тель. Но я думаю, уже только этой музыкой можно насладиться. Двойной сальхов, Ойлер, двойной флип. Ойлер позволил ей избежать ошибки на выезде после тройного сальхова. Сразу в перескок пошла. И вот еще тройной тулуп. Тяжело, не может она остановить вращение. Посмотрим. Сейчас вот еще должен быть один тройной тулуп. Вот. Добавляй. Умница. Обязательно при прыжке в ригл нужно показать базовую позицию, причем уже когда ты зафиксировался на
месте, и ты должен один оборот как минимум сделать в этой базовой позиции, чтобы показать ее. А у нее это получилось, что нога невысоко была поднята, и центр еще вращения не был найден. То есть, по большому счету, вращение не найдено. Прыжок во вращении был, а само вращение толком еще не началось, потому что она только где-то с второго-третьего оборота нашла центр и уже в другой позиции. Две подряд безутешные ошибки. Заклон. Молодец какая. В конце сделала то, что не получилось в начале. Двойной аксель, двойной круг. И луц, два оборота. Все, заканчивай. Так. Да, в эту сторону. Но вот здесь уже видно, конечно, что Лизочка выложилась. Да, что здесь было и какое-то преодоление себя, и думала по программе, и пыталась контролировать все, что она делает, смотрела, что получилось, куда что переносит. То есть пыталась с головой кататься, анализировать свое состояние в этом прокате, при этом не забыть хореографию. Ну, то есть, в общем, несмотря на два падения во второй половине, это все в плюс. Да, много ошибочек, но сама попытка так кататься, настрой, вот как раз я говорил про этот прыжок в Либелу, настрой в этой программе, это все только достойно похвалы от тренеров. Неплохая девчонка, худенькая, маленькая такая, то, что нужно в современном фигурном катании. Не хватает, конечно, силы, где-то резкости. И вот тоже удивительное дело. Смотрим здесь уже мы с вами третий день эти соревнования, и очень хорошо видно, у кого-то получаются вращения внизу в позиции волчки и проблемы с позиции Либелы. И наоборот, у кого-то получается вращение на прямой ноге, да, то есть в Либеле и в каких-то верхних позициях. А тогда есть некие проблемы в волчке, потому что теряют скорость в волчке. То есть очень мало, немного, будем так говорить, здесь юных фигуристов и фигуристок, которые бы вращение и в волчке, и в Либеле, и вообще в сложных позициях показывали на одинаково хорошем уровне. Нет, я понимаю, что у нас есть лидеры, которые нам показали очень хороший уровень. И вот у ребят, это, естественно, наш победитель Максим Автушенко из Москвы, из Академии Ангела Плющенко, и Саша Чмиль, представляющий Челябинск, и Вася Бараховский из сборной Беларуси. Понятно, что и Кирилл Карпылев. Но вот если брать общий какой-то уровень, да, то вот такой
такое наблюдение Результат Елизаветы есть. Ефимовой за произвольное Ну катание. что, 77,97 77,97 балла. двух программ. 112,77 По их лицам непонятно. балла. Текущее место первое. Ждали большего? Так, ну, Римова каталась в последней разминке. Полина Гурьева, Александра Малашко, Ангелина Ким. И сейчас зрители на девочек пришли здесь у нас в Новокузнецке.
До окончания разминки осталась 1 минута. There is 1 minute left in this moment. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног, сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай, чтоб не нести. Вдоль ночных дорог бегом любви в руках сбив, ноги в кровь, пульс его теперь в твоих глазах, не потеряй его и не сломай. В январе бьется серый дождь к нему в окно. Разминка окончена. Пожалуйста, покиньте лед. Your warm-up has ended. Please leave the ice. Для исполнения произвольной программы приглашается София Выдрина, клуб «Золотые коньки», Ташкент, Республика Узбекистан.
София Выдрина, клуб «Золотые коньки», Ташкент, Республика Узбекистан. Оценки, пожалуйста. The scores, please. Результат Софии Выдриной за произвольное катание. 74,37 балла. Сумма за две программы 110,6 балла. Текущее место второе. The skater has earned the free skating 74.37 points. Your total competition score is 110.06, which brings you currently in the second place. Произвольную программу представляет Ульяна Ильиченко. Спортивная школа Ленинск-Кузнецкий, Кузбасс.
Ульяна Ильиченко. Спортивная школа города Ленинск-Кузнецкий. Кузбасс. Оценки, пожалуйста. The scoring, please. Результат Ульяны Ильиченко. За произвольное катание 60,30 балла. Сумма за две программы 98,19 балла. Текущее место третье. The skater has done the defeat skating 60.30. Your total competition score is 98.19, which brings you currently in the third place. Для исполнения произвольной программы приглашается Амалия Сулаймонова. Клуб «Золотые коньки». Ташкент. Республика Узбекистан.
Амалия Сулаймонова, клуб «Золотые коньки», Ташкент, Республика Узбекистан. Оцените, пожалуйста. Результат Амалии Сулаймоновой. За произвольное катание 79,35 балла. Сумма за две программы 118,20 балла. Текущее место первое. This skater has earned skating 79.35 points. The total competition score is 119.20, which brings her currently in the first place. Для исполнения произвольной программы приглашается Полина Гурьева. Спортивная школа по зимним видам спорта. Якутск. Республика Саха.
Полина Гурьева. Спортивная школа по зимним видам спорта Якутск, Республика Саха. Мама, папа, привет! Сестра, Даша, привет! А у нас завтра сколько? Когда у нас мы ждем? Оценки, пожалуйста. The scores, please. Результат Полины Гурьевой за произвольное катание 88,24 балла. По сумме двух программ 127,56 балла. Текущее место первое. The speeder has ended 88.24 points. The total competition score is 127.56, which brings you currently in the first place. Произвольную программу представляет Александра Малашко. Центр олимпийской подготовки Минск, Республика Беларусь. Empêcher mon obsession,
De siècle en siècle, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâtis. Le poète et le troubadour ont chanté des chansons d'amour qui promettaient aujourd'hui de meilleurs. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire, a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Александра Малашко, Центр олимпийской подготовки, Минск, Республика Беларусь. Mon péché, mon obsession, désir fou qui me tourmente, qui me tourne en dérision, qui me déchire et me rend petite marchande d'illusions. Je ne vis que dans l'attente de voir voler ton jupon et que tu danses et tu chantes. Tu vas me détruire, tu vas me détruire. J'aurais pu le prédire le premier jour dès le premier nuit. Tu vas me détruire. Tu vas me détruire, tu vas me détruire. Je m'enflamme et me consume pour les yeux d'une étrangère qui ont bien vu le mystère que la lumière de la lune. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, et je vais te maudire jusqu'à la fin de ma vie. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, tu vas me détruire. Nous sommes des étrangers. Оценки, пожалуйста. The scores, please. Александра Малашко. Результат за произвольное катание 87,46 балла. По сумме двух программ 129,83 балла. Текущее место первое. The skater has done the total skating 87.46 points. The total competition score is 129.83, which brings her totally in the first place. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Ангелина Ким. Холмск, арена, Холмск, Дальневосточный федеральный округ.
Столичный федеральный округ. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. Лена, привет. Папа, бабушка, привет. Дэнни, привет. Хонс-Карена. Девочки, привет. Мамуля, Татьяна Ильинична, привет. Едем делиться обрабатывать. Оценки, пожалуйста. The scores, please. Результат Ангелины Ким. За произвольное катание 88,69 балла. По сумме за две программы 134,28 балла. Текущее место первое. The skater has done everything skating, empty unit scoring 69 points. The total competition score is 134.28 points, which brings her currently in the first place. Дамы и господа, объявляется технический перерыв для подготовки льда. Ladies and gentlemen, following is a short ice resurfacing raid.
and change. Would I believe it? No way. Made up my mind and never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay, what I'm trying to say. Heart over mind. Yes, I'm my father's son, and I'm inclined to do as my father's done. Here I am with you, and I know that it's true. Despite all the feeling you're putting me through, I tried to walk away. Something makes me stay. Heart over mind. Yes, I'm my father's son. I live my life just like my father's done. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay, what I'm trying to say. Heart over mind. Yes, I'm my father's son. I live my life just right. My father's done. If he had told me one day that somebody'd have my heart change, would I believe it? No way. Made up my mind, I'll never fall that way. Heart over mind. Разрешена разминка третьей группы участников. Let's welcome our third group of skaters to the ice. На льду On the ice, София Воронцова, София Пузан, Анжелина Калачева, Арина Веденеева, Анна Замятина, Дарья Карева. Сегодня на соревнованиях по фигурному катанию в Дворце спорта Кузнецких металлургов присутствуют ladies and gentlemen, it is a pleasure to introduce the guest officials for this event. президент Международного комитета «Дети Азии» President of the International Committee, Children of Asia, Владимир Максимов, генеральный секретарь Международного комитета «Дети Азии» General Secretary of the International Committee, Children of Asia, Шерзот Асатулаев, генеральный директор Департамента физического образования Министерства туризма и спорта Королевства Таиланд, General Director of the Department of Physical Education, Ministry of Tourism and Sport, Thailand, Неват Лимсукнирун,
Министр физической культуры и спорта Кузбасса Minister of Physical Culture and Sport of Kuzbas, Сергей Анатольевич Мяус. До окончания разминки осталась 1 минута. Ladies, there is 1 minute left in this warm-up. Разминка окончена. Пожалуйста, покиньте лед. Your warm-up has ended. Please leave the ice. Уважаемые дамы и господа, напоминаем вам, что во время соревнований запрещена фотосъемка с использованием вспышки, поскольку это может привести к травме спортсменов. Ladies and gentlemen, we remind you that flash photography is forbidden. Для исполнения произвольной программы приглашается София Воронцова, спортивная школа Олимпийского резерва номер 1, Уфа, Республика Башкортостан.
София Воронцова. София Воронцова, спортивная школа Олимпийского резерва номер 1. Уфа, Республика Башкортостан. Оценки, пожалуйста. The scorers, please. Результат Софии Воронцовой за произвольное катание. 104,25 балла. Сумма по двум программам 151,62 балла. Текущее место первое. The skater has earned the free skating 104.25 points. The total competition score is 151.62 points, which brings you currently in the first place. Произвольную программу представляет София Буза. Спортивная школа Олимпийского резерва номер 35. Омск. Сибирский федеральный округ.
София Бузан. Спортивная школа Олимпийского резерва номер 35. Омск. Сибирский федеральный округ. Оценки, пожалуйста. The scores, please. София Бузан. Результат за произвольное катание 99,82 балла. По сумме двух программ 48,12 балла. Текущее место второе. The skater has done the three skatings 99.82 points. Total competition score is 148.12, which brings her currently in the second place. На лед приглашается Анжелина Калачева, спортивная школа по зимним видам спорта. Якутск, Республика Саха.
Анжелина Калачева. Спортивная школа по зимним видам спорта. Якутск. Республика Саха. Оценки, пожалуйста. The scores, please. Результат Анжелины Калачевой за произвольное катание 80,58 балла. По сумме за две программы 131,10 балла. Текущее место четвертое. The skater has done entry skating 80.58 points. Total competition score is 131.10, which brings her currently in the fourth place. Для исполнения произвольной программы приглашается Арина Веденеева, клуб ледовых видов спорта, Красноярск, Сибирский федеральный округ. Ну да, Калачеву поставили сейчас третий компонента, но техническую базу она проиграла очень-очень сильно всем.
А теперь болеем за Арину Веденееву. Танго Астро Пьяццолы выбрана для произвольной программы. Арина Веденеева, 15-летняя спортсменка из Красноярска. Сибирский федеральный округ. Но при такой-то высоте, при таком-то умении хороший был выезд после тройного флипа и только лишь двойной тулуп. Луц на две ноги. Хороший прыжок у Либелу. Тройной флип. Держится, борется. Тройной сальхов, двойной тулуп, двойной Ридбергер. Заход на Ридбергер. Хорошо сделано. И еще один Ридбергер с абсолютно такого же захода. Конечно же, вот надо было там добавлять двойной тулуп. Там был хороший выезд, а здесь уже плохой, и поэтому в итоге она без одного каскада. Вот даже если сравнивать программу Калачевой, которая каталась перед ней, ну давайте согласимся, что программа Калачевой смотрелась интересней. Танго все-таки должно иметь свой характер и какие-то свои характерные движения. А здесь я бы не сказал, что они были особенно заметны. Конечно, по мастерству катания София Воронцова и София Буза они отличаются и посильнее, чем Калачева. Но, честно говоря, по хореографии, по презентации программы Калачева перекатала тут очень-очень многих. Хотя поставили ей компонент поменьше, чем двум Софиям. А здесь получается так, что у Арины Веденеевой, которую тренирует Татьяна Павловец, как-то, знаете, тут на минус, там на минус. То есть очень мало элементов именно в плюсовую зону. Но вот здесь она, конечно, поборолась в этом прыжке. Молодец. Тройной флип был, потом тройной сальхов. Вот здесь, кстати, наоборот, да, если у нас девчонки предыдущие, они отдали вторую половину своей программы, и на этом очень много потеряли. Здесь, наоборот, Арина включилась именно со второй половины. И вот только последний Ридбергер, конечно, был не слишком качественным по выезду, а так все-таки она не смазала концовку.
Но ошибки были в начале. Не фатальные, но имели место. Ну и потеряла она один каскад. Но на самом деле это небольшая потеря, потому что это был бы каскад с двойным тулупом. Стоимость двойного тулупа она у нас с вами невелика. 1 балл и 0,3. Поэтому не самые большие потери. Тут, конечно, можно даже на плюсах судейских выиграть больше. Если делать отдельные прыжки и сделать их с красивыми выездами, это больше даже принесет, чем этот тулуп двойной со стоимостью базовой 1,3. Ну что же, 15-летняя спортсменка, тренирующаяся в Красноярске в школе Олимпийского резерва ледовых видов спорта. У нее было серебро на Енисейской симфонии этого сезона, и там была сумма 166-43. Здесь мы видим, что она первая у нас 103.09, 154.64. 154.64 это примерно столько, сколько она получила на зональном первенстве Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в этом сезоне. Там она была 4-й. Произвольную программу представляет Анна Замятина. Школа Олимпийского резерва ТОДЕС, Челябинск, Уральский федеральный. Анна Замятина самая молодая среди фигуристок этой разминки. Тренирует ее Алла Машкевич. Саундтрек фильма «Телохранитель». Ну что ж, посмотрим внимательно за Анечкой. 13 лет, юная, но в короткой программе, честно говоря, она запомнилась. А сейчас, видите, произвольная программа под потрясающий голос Уитни Хьюстон. Так, вот как хорошо. Тройной луц. Ручку вытянула, наверх посмотрела. Сразу другое впечатление. Ридбергер, Ойлер, тройной Сальхов, умничка. Два с половиной. Флип тулуп 3-2. Ой. Ну, такая первая серьезная помарочка. На тройной флип чистого выезда не было. Перевернула ее. Но степала все равно не было. Поэтому, ну, -1, -20 судей. Честно говоря, смотришь на нее и как-то
уверенность возникает внутри, что она все должна сделать. Ну вот давай, завершай. 7-й прыжковый, молодец, двойной аксель. Прям перед тренером и посмотрела на нее на выезде. Мол, ну я же почти все сделала. Вот она и короткую откатала так, что как-то веришь, что она все сделала. Прекрасный Бильмонт, качалочка еще в конце. Ну такая она недоделанная, конечно, просто обозначенная. Она набрала в короткой программе 52 балла и 6 сотых. И компонентами она проиграла девчонкам, которые стоят вокруг нее. Но вот техническая оценка у нее была неплохая, но потому что действительно есть база, и эта база позволяет уже дальше что-то придумывать, что-то делать. Умница. 13-летняя девчоночка из Челябинска. Представляет Уральский федеральный округ. Ну вот посмотрите, да, какой хороший луз. Алла Машкевич ее тренирует, и нужно, конечно, отметить работу этого специалиста. Вот каскад самый сложный, ну комбинация Ридбергер, Ойлер, тройной сальхов сделала. Может быть, там, конечно, посмотрит недокрут на втором прыжке, но в общем-то все хочется больше плюсовать. Но вот здесь, да, вот здесь был, конечно, недокрут, и поэтому, конечно, вот этот тройной флип пойдет в галку. Базовая стоимость будет чуть поменьше и будет отминусована все-таки на -2 от судей в большинстве своем. Вот это, наверное, единственная потеря ее на прыжковых элементах в этой программе. А все остальное, ну, с плюсами. И вращение с плюсами. И должны быть хорошие уровни за эти вращения. Умничка. И посмотрите, она катается, и она катается не взглядом к себе под ноги, да, не в лед смотрит. Саша, привет. Троица, Челябинск, всем привет. Челябинску привет передали. Челябинск услышал. Спасибо большое за такое катание. Она именно представляет и себя, и программу, и общается с залом. Ну, не совсем, конечно, как это делают примы нашего фигурного катания, которые в эти выходные будут выступать в финале Гран-при. Там и Камила Валиева, и Соня Акатьева, и многие-многие другие. Готовится, конечно, к финалу Гран-при и Соня Муравьева. Ну, в общем-то, понятно, почему девочка катается с расправленными плечами. Смотрите, как тренер сидит в киссинг-край, как спину держит. Непонятно, что там так задумали судьи. Вроде как совершенно четко все было. Но тут под пересмотр буквально пара прыжков и все. А остальное это все более-менее понятно. Вот как раз они, естественно, сразу стали внимательно рассматривать, что им поставили по уровням и где какие недокруты отметили. Но недокрутов, на мой взгляд, не было уж такое огромное количество. Так, они... Поэтому хочется, конечно, после такого катания увидеть очень хорошие оценки. Ну а уже дальше к произвольной программе готовится Дарья Карева. Даша Кареева, она она представляет так же, как и Анечка Заметина, Уральский федеральный округ, Тюмень. Но нужно сказать, что Даша тренируется в Москве, в Академии Ангелы Плющенко. И вот в воскресенье Юлия Липницкая выводила. Результат И... Анны Замятиной Так, сейчас за послушаем. произвольное катание 105,14 балла. 105,14 она выигрывает и в произвольной, и по общей сумме. 20 балла, Причем по общей сумме она почти 3 балла выигрывает у Арины Веденеевой. Молодец, сохранила свое место. Все, кого должна была обыгрывать, эта 13-летняя спортсменка, она обыграла. Ну а теперь Дарья Кареева. Не увидел я, кто ее... Карева. Школа «Прибой», Тюмень, Уральский федеральный округ.
Не увидел я, кто ее выводил, потому что в воскресенье ее и Максима Автушенко выводил-то Юлия Липницкая, олимпийская чемпионка Сочи в команде. А вот вчера уже с Автушенко Липницкой не было, была Софья Киташова. Сейчас я тоже Юлию Липницкую не увидел у бортика, но, может быть, нам ее не показали. А может, она уже уехала из Новокузнецка. Ну, пожелаем успехов спортсменке. Очень легкий, спокойный тройной сальхов. Тройной флип. Тройной Ридбергер. Все каскады оставлены на вторую половину, для того, чтобы за них получить дополнительно 10% к базовой стоимости. Хорошие, точные по центровке вращения. Ну и вот сейчас после хореографической секвенции у нее будет такая связка каскадов. Начинается самая трудная часть ее программы. Двойной аксель, тройной тулуп. Тройной тулуп с ледокрутом, к сожалению. Тройной луц, двойной аксель, двойной тулуп. Но Даша, в отличие от Ани Замятиной, смотрит в лед. 3-2, флип тулуп. Она вроде все делает, но Замятина каталась светлее, свободнее для зрителей, а Аня вот просто со взглядом вниз катается. Но все сделала. Прекрасный Бильман. Ну, конечно, видна выученность этой фигуристки. Видно, что она занимается в серьезной школе, какой является Академия Ангела Плющенко. И Евгений Викторович с ней занимался. И сейчас Юлия Липницкая очень много с ней проводит времени. Хорошая девушка. Но вот, конечно, с точки зрения презентации программы, тут есть вопросы. В тренерской команде произошла замена. И программа-то такая подходящая для ее 14-летнего возраста. Нежная, лирическая. Ну, можно здесь как-то раскрыться и не только красивым платьем показать красоту этой музыки, но и как-то проникнуться этой эмоцией, сделать какие-то руки от себя. А так, честно говоря,
концентрация на всех технических элементах, она, такое ощущение, превалирует. Да, вот здесь, конечно, будет поставлен недокрут. Скорее всего, галку поставят на каскаде двойной аксель, тройной тулуп. Вообще сейчас могут кое-что забрать под пересмотр. Тут и тройной луц вот в этой комбинации тоже может быть под пересмотр. Но там, я думаю, скорее всего, Q поставят. То есть тогда базовая стоимость останется полноценного тройного луца. И вот еще один тройной луц. Вот опять, видите, чуть-чуть она докручивает, но все-таки это меньше четверти оборота, как нам кажется с этого ракурса. И, по идее, не должны быть серьезные потери по базовой стоимости. А так, да, она все сделала. Ей нужно набрать 157 общую сумму и 21 сотую, она тогда опередит Таню Замятину. Но вот она набирала на открытом первенстве Москвы в этом сезоне 158 с лишним баллов. И на всероссийских соревнованиях памяти Гольмана набирала 169. Но нельзя сказать, да, мы же понимаем, что тут разные, абсолютно разные турниры, разные судьи по-разному работают. Молодец? Да, молодец. В общем-то, все сделала. Но катание Ани Замятиной запомнилось больше. Там как-то было больше нежности, эмоций и целостного впечатления. Ну, как вы понимаете, да, замена произошла в тренерском коллективе. Тренера поменяли на фигуриста, потому что в итоге Юлия Лепницкая улетела из Кемерово. А в итоге выводил Дашу не кто-нибудь, а чемпион игр «Дети Азии» Максим Автушенко. Это он сейчас с ней рядом здесь. Я посмотрел, там небольшие разрывы. Третье место можно побороться. 157 это в общей сумме. Это у тебя. У Переса. Да. Хотят побороться за третье место? Ну, в общем-то, можно побороться за третье место. Мы уже об этом говорили в самом начале, что, конечно, Хуснудинова и Агаева — это два лидера, а вот Зарина Кашапова третье место 58-29, а у Кореевой 52,1. Правда, здесь называют Карева. В некоторых документах она у нас как Кореева значится по-русски, да? Уж сори, я не знаю, как правильно. Прошу прощения у нее сразу. Да, было там. Флип. Ну вот они видят они уже недокруты. Судейская бригада уже все, видимо, проставила, а аннаунсер молчит. То есть получается 58-29 Кашапова и Карева 52,1. То есть 6 баллов разница. Ну, в общем-то, да, тут можно и замахнуться на бронзовую медаль игр. Максим Автушенко очень по-взрослому рассуждает. Чувствует себя действительно чемпионом и старшим товарищем. Ничего, нормально сделал же. Оценки, пожалуйста. The scores, please. Результат Дарьи Каревой за произвольное катание 115,6 баллов. 115. 167,16. Ну, то есть это практически ее максимум. 167-16. И главное, что она по произвольной, конечно, Замятину на 10 баллов опередила. Ну, в общем, это было ожидаемо. Было ожидаемо, потому что техническая оценка очень-очень хорошая. Разрешена разминка 4-й группы участников. Так, запоминаем эту сумму 167-16, потому что сейчас с ней как раз и будут бороться те девушки, которые появляются на льду. Это первая шестерка по итогам короткой программы. Итак, Амалия Глинская. Она у нас из Хабаровска. Анастасия Балыкина представляет белорусскую сборную. Мария Парамонова, Москва, ЦСКА. Зарина Кашапова, Казань, Татарстан. Маша Агеева, Москва, армия фигурного катания. И Дина Хуснудинова, Казань, Республика Татарстан. Вот
такое у нас представительство регионов и стран. Белорусская спортсменка есть в этой сильнейшей разминке. И сумма, которой надо будет уже сейчас ориентироваться, 167 с лишним. Сегодня на соревнованиях по фигурному катанию во Дворце спорта кузнецких металлургов имени Олега Короленко присутствует глава города Новокузнецка. Ladies and gentlemen, let's welcome the head of Novokuznetsk, Сергей Николаевич Кузнецов. Ну, я уже не раз говорил по нашему эфиру о том, что у нас, конечно, два абсолютных лидера. Дина Хуснутдинова, Маша Агаева. Если посмотреть их набор в произвольной программе, то, в общем, здесь все очень близко. Ну, чуть-чуть кажется, что, казалось бы, у Маши Агаевой один каскад, у нее два каскада со вторым тройным прыжком, а вроде как у Хуснутдиновой один тройной луч, тройной тулуп, а дальше двойным тулупом, двойной тулуп, двойной аксель. Но посмотрим, как они со всем этим набором справятся, потому что все-таки мы с вами смотрим катание девичье, юниорки, девчонки юные. И мы уже видели и до этого, как стресс поддавливает, как непросто им приходится, особенно в начале программы. Некоторые, наоборот, теряют силы и вторую половину катают не ахти. Поэтому, как всегда в девичьем фигурном катании, здесь может произойти все, что угодно. Пока Даша Карева лидер с суммой 167-16. У нее за технику 59-65, за компоненты 55 и 41 сотая. Хорошие, достойные оценки. А вот нам как раз покажут сейчас белорусскую фигуристку. Не так круто она делает в разминке свой элемент. Анастасия Балыкина. Нужно сказать, что Настя Балыкина победительница юниорского турнира «Зимняя звезда» в Минске этого сезона. И также вот до этого у нее была бронза в Софии, в турнире в Софии. Это причем турниры категории «Б» Международного союза конькобежцев. То есть это ее международные достижения. Ну и вот сейчас очень скоро талисман игр Дети Азии попадет в руки победителя и призеров. Осталось только посмотреть нам 6 произвольных программ. До окончания разминки осталась 1 минута. Ladies, there is 1 minute left in this warm-up. Ну, еще раз напомним, дорогие друзья, в каком порядке будут выступать девушки в этой разминке. Амалия Глинская начнет, потом представитель из Беларуси Анастасия Балыкина, затем Мария Парамонова, Заринка Ашапова и вот два лидера Маша Агаева, Дина Хуснутдинова.
Мария Агаева у нас представляет Москву, армию фигурного катания. Дина Хуснутдинова, спортивную школу «Стрела». Казань, Республика Татарстан. Разминка окончена. И закончена разминка. Покиньте лед. Я вспоминаю, конечно, произвольную программу у юношей накануне. Там, конечно, борьба была в сильнейшей разминке очень интересная, и ребята катались очень здорово. Даже я, честно говоря, ожидал, что будет больше ошибок, но молодцы юноши. Пожелаем леди соответствовать Спортивный клуб «Пируэт». ребятам. Дальневосточный. Ну и Амалия Глинская, которую тренирует Татьяна Калашникова, открывает у нас эту разминку. Она из Хабаровска, Восточный федеральный округ. Уверенно, на разминке были вопросы к прыжкам. Ридбергер не пошел. Аксель хорошо. Ave María, pa' este calor tienes agua fría. Soy testigo de tu grosería. Lo malo de ti es que no eres mía. Refrescame como cerveza fría. Lo más probable tu heladería. Hoy vamos haciendo que antes no quería. Vaya un ton que no bajaría. Хороший сальто. Тройном тулуп, конечно, будут вопросы. И еще один раз тройной тулуп. Ошибка, но уже другая. Ну, честно говоря, если посмотреть ее вообще, сумма по последним двум сезонам, ну, никогда она не набирала по итогам соревнований даже близких результатов, то, что показала. Спортивный клуб «Пируэт».
Даша Карева и даже Ань Замятина, потому что у Каревой, у лидера 167,16, а у Ани Замятиной 157,2. А вот если посмотреть результат Амалии Глинской, то там 136 баллов с небольшим. В прошлом году на первенстве России по старшему возрасту 131 балл и на национальном первенстве 132. Конечно, она сейчас может улучшить свой результат, но не знаю, удастся ли ей сейчас конкурировать с Каревой и Замятиной. Потому что, конечно, она не добрала по технической оценке. А по итогам короткой программы, ну тут в первую очередь даже не Карева, а к Замятиной надо смотреть. У Замятиной было 52,06, а здесь 53,34. То есть очень маленькие разрывы. И вот пошли ошибки во второй половине. Начало-то вроде бы неплохое, хотя там вместо тройного Ридбергера двойной она сделала. Это, конечно, серьезная потеря. Вообще любой сдвоенный прыжок — это где-то 3-4 балла потерянных, если тройной был бы сделан на хорошие плюсы от судей. А тут, получается, будут вопросы к тройному тулупу, к первому. Там на 2 ноги пришла, и там, скорее всего, недокрут. И второй тройной тулуп тоже недокрут, и касание руками. И в конце двойной луц, двойной тулуп уже, так знаете, на последних секундах и из последних сил. Было видно, что, конечно, вот высота прыжков уменьшается. Вообще, фигуристке 14 лет, есть определенные задатки. Высокие прыжки у нее. Но вот сейчас тоже в 14 лет тяжело. Она и подросла чуть-чуть по сравнению с прошлым сезоном. И вот она, например, в прошлом году на зональном первенстве была 4-й, в этом году 9-й. Хотя, кстати, набрала сумму-то и побольше, чем год назад. Да, Ридбергер видно было, как ее вывалила. Итак, за произвольное катание 99. Да, она проигрывает и Каревой, и Замятиной, и даже проигрывает Соне Воронцовой. Общая сумма 152,98. Она 4-я. Она проиграла Каревой, Замятиной и Веденеевой. Воронцову по общей сумме опередила. Хорошее впечатление в короткой программе, как боевое впечатление оставила Настя Балыкина, белорусская спортсменка. Представляет Анастасия Балыкина. Центр Олимпийского резерва, Минск, Республика Беларусь. Ей 15 лет. Одна из лидеров юниорской сборной Белоруссии в женском одиночном разряде. По Цару Брайтону у нее произвольная программа. Интересный такой момент, что российские фигуристки все-таки следуют тенденции ставить каскады во вторую половину, чтобы эти каскады умножались на коэффициент 0,1, то есть плюс 10% от базовой стоимости. Здесь нет, здесь все самое сложное в начале. Ну, посмотрим, какая тактика правильная. Тройной луц, двойной аксель. Там на акселе может быть маленький недокрутик. И луц. Вопрос к ребру. Но, в общем-то, сделано. Еще один аксель, Ойлер, тройной Сальхов. Запятая после Сальхова осталась. Ну, уже дальше техническая панель будет судить эту запятую, насколько это докручено или не докручено. Тройной флип. Тяжело. Прям было видно, что не хватит ей силы в отталкивании, чтобы скрутить. Все, силы кончились. Сил хватило только на 2 каскада. Почему-то. И главное, что здесь даже особо ей нету место для того, чтобы перевести дух, успокоиться, потому что если сюда поставить бы хореосеквенцию, а здесь только у нее вот это вращение,
комбинированный со смены ноги. И дальше следующая связка прыжковая. Молодец. Здесь она делает тройную луж, двойной тулуп. Сумела взять себя под контроль. Сальхов. Только двойной. У нее осталось 2 вращения. А, нет, уже, прошу прощения, 1 вращение и хореосеквенция. Она наберет по технике только баллов 50 в лучшем случае. И очень простенькая хореосеквенция. Просто беговые и либело. Ну, вот сейчас кораблик. Ну, сейчас будет, на самом деле, да, не 50-53 будет сейчас, скорее всего. Но она сейчас тоже проиграет многим. Ну, вот, да, 52-85. Но сейчас еще вопрос к этой сумме, потому что там есть что пересматривать. И еще не будем забывать, что будут 2 балла сняты за 2 падения. Ладидакшн у нее будет. То есть сейчас не 52-80, а 50-80. А если 50-80, то это получается уровень оценки за техники меньше, чем у Софии... А, нет, у Арины Веденеевой. То есть это только Софию Бузу она по технике превзойдет. И то надо сейчас посмотреть, как техническая панель сработает. Начало неплохое, вот эти 2 каскада, и затем, конечно, но тоже, если обратить внимание, все приземления идут в недокрут. Вот здесь будет недокрут, причем большой, то есть базовая сейчас стоимость должна упасть. Здесь тоже, знаете, как сразу ее вывалило, очень сильно вывалило ее из круга. Ноги остались, плечи ушли в левую сторону. В общем, проблем очень много, и это, конечно, не очень качественная, тяжелая произвольная программа. Даша, привет. Савелий, привет. Ляник, привет. Татьяна Ильинична, здравствуйте. Молчаливое, полутраурное настроение в углу слез и поцелуев. Белорусские тренеры
Не знаю, что сказать ученице, потому что, может быть, и ученица сама многое знает. Ну, ей 15, она уже девочка с опытом даже и международных турниров. Понятно, что началась зона роста, меняется тело, меняется координация, нужно изменять технику, нужно работать еще больше. И, казалось бы, то, что получалось раньше, почему-то сейчас не получается. И, в общем, все эти проблемы, которые характерны для девушек пубертатного возраста, они одинаковые, они психологически очень поддавливают девчонок. И не все проходят этот период с победой. Но те, кто проходит, тем потом катаются долго. А иногда и очень успешно. Конечно, вчера белорусская сборная в кике сидела с совершенно другими лицами. И тренеры радовались за прекрасно откатавшегося Василия Бараховского. Ну а сейчас получается, что претендентка, казалось бы, да, на пьедестал, на бронзу, Настя Балыкина сейчас проиграет большому количеству соперниц, тем, кого она опережала по итогам короткой программы. Ну и программа-то сама очень какая-то, она такая, знаете, закатанная, невнятная. Ну, то есть все-таки у нас девчонки до нее произвели впечатление, даже не лидеры. Анастасии Балыкиной за произвольное катание 99. 99. Вот еще одна девочка приземляется в 99 баллов. 154 балла. Она четвертая. Она проиграла Каревой, Замятиной и даже Арине Веденеевой из Красноярска. Ну что же, правы были абсолютно Даша Карева с Максимом Автушенко, которые тренируются в Академии Ангела Плющенко, что тут есть шанс с суммой 167-16 побороться за бронзу. Но вот теперь будет очень много зависеть от проката Маши Парамоновой. Маша Парамонова тренируется в ЦСКА, в школе имени Станислава Алексеевича Жука. Тренирует ее Денис Леушин. И вообще нужно сказать, что, конечно, вот эта сумма 167 для нее это не предел. Она на чемпионате России этого года, где была 14-й, набирала по итогам двух программ 188 баллов. То есть, конечно, это совершенно другой уровень фигуристки. Главное сделать свое. Куда ж ты поторопилась-то, а? Каскад должен был быть тройной луз, тройной тулуп. Ну, надо исправляться. Сейчас еще один тройной луз. В контроле не надо торопиться. Хорошая скорость. Но вот здесь вот поборолась. Изящный двойной аксель.
Хороший был выезд с флипом. Сюда можно было добавлять, конечно. Ну, значит, нет каскада с флипом. Ридбергер. Двойной тулуп. Стоим. Двойной аксель. Дупель у нее прекрасно поставлен. Ридбергер. Симпатичная современная программа под композицией The Turning Page и Thousand Years. Но, конечно, вопросы есть. И не поборолся она в итоге за третий каскад. То есть, как она вначале его не сделала, должен был быть тройной луз, тройной тулуп, так он больше нигде и не возник. Просто катала свое поставленное. И нигде не старалась добавить. А все-таки тройной тулуп — это не стакан семечек. Вот сразу, да, ну просто поспешила. Поспешила, плечи пошли назад, все, там было без шансов. Вот здесь она поборолась. Как только она делает прыжок, у нее получается красиво, хорошо, докручено. И судьи, между прочим, за хорошие прыжки очень щедро плюсовали. Плюс 3 даже за некоторые прыжки поставили. Так вот, тройной тулуп у нас 4,2. То есть тут как бы она подарила соперницам как минимум 4,2. Чуть-чуть ее иногда вываливает из круга. Вот видим, да, вкручивается она и ее перекручивает. Ну, старается делать прыжки с руками. Да, тяжело тренерам смотреть на такое катание, где, знаете, как вроде уверенный прыжок, уверенный элемент, потом раз и в борьбе на тоненького. Потом снова раз, вроде сделано, а потом опять. Девятый старт уже для Марии Парамоновой. Ей 14 лет. Ну вот, если выделять, у нее была победа на областных соревнованиях Гамаюн. Но это, конечно, не супер результат, да, но нужно сказать, что она ведь у нас каталась на 2 этапах Гран-при России в Москве, на московских звездах, и ездила еще в Казань на Идель-22. И там была 6-й и 5-й. В Татарстане была 5-й. И вот здесь она, по большому счету, должна была бороться с казанскими девчонками, которые выше нее по итогам короткой программы, но что-то не очень получилось. Чемпионат России, еще раз скажу, была 14-й, но сумма была 188. Сумма за 2 программы 167,46 балла. Текущее место первое. Она проигрывает произвольную программу Каревой, но за счет запаса в короткой, потому что Карева, она у нас с вами, напомню, она замыкала предыдущую разминку даже Карева. И Карева отставала на 4 с лишним балла от Парамоновой. Ну, то есть в данном случае Парамонова боролась не с теми, кто выше нее по короткой стоят, а с теми, кто ниже. И, слава богу, отборолась. Ну, а теперь, получается, уже по большому счету борьба за бронзу без Парамоновой. Ну, посмотрим. Зарина Кашапова. Сейчас все только будет зависеть от ее проката.
Луц вместо тройного. Нервы. Вместо 5,9, 2,1, да еще и снятие. В итоге 1,68 получает, да, представляете? То есть потери больше 4 баллов. Филипс не докрутил. Пока она проигрывает прокат Парамоновой. Двойной аксель. И что? Там надо было делать тройной тулуп, не задумываясь. Слишком много мозгов в такой момент — это беда. Нельзя было ни в коей мере сомневаться. Тройной сальто. Тройной тулуп. Вот, мол, здесь сделала. Все. На этом все шансы рухнули. Уже перекатала музыку, перекатала. Мало одного дедакшена, мы хотим еще второй дедакшн. Да, нельзя было ошибаться на этом Ридбергере Казань, Республика Татарстан. в самом конце. Потому что это, конечно, была фатальная ошибка. Так еще она была, ну вот так вот в равной борьбе, но по большому счету начала она проигрывать прокат в самом начале. И потом вроде бы в середине выправилась, но как-то очень все тяжело. Представляете, как сейчас обидно Даше Каревой, потому что на самом деле, вот сейчас мы видели по технической сумме, да, по которой ведут каждого спортсмена, ведут на самом деле не по лидеру по общей сумме, не по Маше Парамоновой, а по лидеру произвольной программы. А лидер, здесь недокрут, конечно, явный, а лидер произвольной программы — это все-таки у нас Даша Карева с технической оценкой 59,65. У Парамоновой 52,79. При этом Парамонова опередила Кареву на 0,3. То есть на самом деле, конечно, сейчас Каревой безумно обидно, потому что это вот только оценка за компоненты. Только компоненты вытащили Парамонову сейчас на первое место. А сейчас не должно быть особо обидно, хотя, конечно, будет Зарине Кашаповой, потому что, смотрите, ладно, Парамонова набрала там свои 180 с лишним, как уже набирала не раз в этом сезоне. Нет, Парамонова набрала 167-46. Кашапова набирала в этом сезоне 168 и 176. Ну, правда, 176 это на таком вообще третьеразрядном соревновании, но неважно. Ладно, на чемпионате Татарстана у нее было 168-18. 4-е место. То есть, в принципе,
ну, как бы суммы для нее не запредельные. Она могла в этих суммах конкурировать. Но, к сожалению, сейчас остается дождаться вердикта судей. Такое ощущение, что когда Даша Карева откаталась, и они сидели с Максимом Автушенко и рассуждали, как бы все девчонки знали между собой о возможностях Зарины Кашаповой и понимали, что она может ошибаться. Кстати, 106-71. Она проигрывает, конечно же. Она проигрывает произвольную программу и Каревой, и Парамоновой, и по общей сумме проигрывает этим двум девочкам. То есть Парамонова на пьедестале почета, Карева сейчас вторая. Для исполнения теперь программы приглашается Мария Агаева. Мария Агаева. Клуб «Армия фигурного катания». Москва. Тренер Вера Латкина. Выступала она недавно на юниорском первенстве России, и там заняла 15 место, но сумма 183,52. Представляете, она на чемпионате Москвы была второй с суммой 193. То есть в Москве и в России конкуренция такая, что набирает такие просто высочайшие. Она бы здесь просто сейчас набрала бы и была бы чемпионкой 100%. А там она вторая по Москве и 15-я на юниорском первенстве страны. Но ладно, здесь другие соревнования. Хороший высокий тройной Ридбергер. Наверное, на +3 от судей. Да, так и есть. Тройной Сахов с рукой очень легко. Без особой подготовки. Арию из Самсона и Далилы. Произвольная программа. Как судьи щедро ставят ей плюсы. Ну, в общем, есть за что. Если прыжок выполнен, действительно он смотрится. +3 единогласно от судей за флик. Видите, базовая стоимость 5,3 и Джои, Гое 1,59. То есть это как раз получается +3 от судей. То есть +3 получается, что 5,3 делим на 10, получаем 53. Вот умножьте их, 53 сотых, умножьте их на 3, получите как раз 1,59. Вот такая вот как бы арифметика. Ну, там она посложнее. Я чуть упростил. Потому что там еще отбрасывается самая высокая, самая низкая оценка судей. Ой, как хорошо. Ой, как свободно. Умница. Каскад. Причем первый каскад в программе, а мы уже во второй половине. Двойной аксель, тройной тулуп. Вот классно она это делает. Вот это на пяточке делает чуть ли не 2 оборота. Так мало кто делает такое усложнение во вращении на выходе из него. У нее это очень лихо получается. Лучшее на сегодня вращение.
Ну, молодец, молодец. Просто вообще на лучший прокат в сезоне катается Мария Агаева. Все безошибочно, все сделала. Сейчас опять получит прекрасные оценки. И хореосеквенция классная, и все музыкально, и четко закончила. Ну, умничка. 14-летняя москвичка, которая тренируется в спортивном клубе «Армия фигурного катания». Вообще в этом сезоне «Армия фигурного катания» и на юниорских этапах, и на взрослых этапах Гран-при, и на чемпионате России, и на первенстве России, на юниорском первенстве России представляла эта школа своих учеников, и катались многие из них интересные и заслуживающие хороших оценок. И вот очередной прокат. И я, честно говоря, вот уж позвольте, рискну, что возможно, что это даже победный прокат. Хуснутдинова каталась в этом сезоне на первенстве Казани, на зональном первенстве на очень хорошие баллы под 190. Она может. Но мне кажется, что вот та уверенность, которая исходила от катания Маши Агаевой сейчас в этом прокате, она может судей, так сказать, перетащить на свою сторону. Умничка, просто умничка. Все сделала в начале, отдельные прыжки там на плюс 3, на плюс 3, плюс 3 от судей. И потом дальше, вот здесь вот на половине пошли каскады. Смотрите, как она легко себя закручивает. Тройной лутс, тройной тулуп. Дальше тройной лутс, двойной тулуп. Двойной тулуп. Здесь тоже на плюс 1 от судей, плюс 2. Двойной аксель. Здесь легко добавляет она тройной тулуп. Причем она очень здорово держит темп прыжков. То есть видно у нее пам-пам прыжок. Без каких-то заминок. Она не ищет выезд. Она не подстраивается под выезд. Нет, у нее прям все это наработано до автоматизма. Очень четко и в счет прям идет. Толчок, приземление, толчок. Толчок, приземление, толчок. Все очень здорово. Так. Результат Марии Агаевой. За произвольное катание Ждем. 131-195 по сумме получает Маша Агаева. Ну, я говорю, это просто на лучший прокат сезона она сегодня каталась. 195 она еще не видела. Боюсь, что для Хуснутдиновой, который сейчас слышит эти оценки, это сильный, очень сильный удар по психике. Ну, посмотрим, справится, нет. Дина Хуснутдинова, спортивная школа «Стрела», Казань, Республика Татарстан. Знаменитая спортшкола «Стрела» в Казани. Ну что, Агаева 14, по-моему, в апреле у нее день рождения. Да, 22 апреля Агаева исполнится 15. Хуснутдинова почти на 2 года моложе. Ей 13, и 14 в этом году будет попозже. Итак. Вариация «Лебединого озера» от Дэвида Гаррета. Расстановка элементов почти как у Агаевой. Тройной Ридбергер для начала. И тоже плюс 3, как и у Агаевой. Тройной Сальхов. Может быть, не так высоко, но крутка очень хорошая. Вообще по комплекции девчонки, конечно, близки. Тоненькие, изящненькие. Тройной флип. Интересно, это тоже будет плюс 3? Нет, плюс 2. Вот здесь, знаете, вот здесь просто одним плюсом она вот в этом прыжке проигрывает Агаеву. То есть это вообще, ну, как бы, это в итоговой сумме 0,5. Но здесь, возможно, будет счет на такие нюансы.
прохода бы побольше. В этом плане у Агаевой выезды более амплитудные были. И уверенности. Катить надо. Луц. Тулуп. 3-3. Это очень интересное в законе положение. И тоже выход из вращения, как у Агаевой. Но у той 2 оборотика как бы на пяточке, а здесь 1. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Диночка как-то так в музыку не попала, не уложилась. Но большая умница. Тоже додержала программу. Смотри, сейчас будет сумма. Эх, не показали нам после того, как проставили бы ей последние. Поторопились наши компьютерщики, убрали эту табличку. Надо было подержать. Там еще не отразилась оценка за вращение. Вообще мне не очень понятна жадность наших компьютерщиков, почему они нам не показывали эту табличку хотя бы на 2 последних разминках, а только на последней. Потому что здесь очень важно именно как судьи работают, как они оценивают каждую спортсменку, и это добавляет понимание в что сделано правильно, а что сделано неправильно. И вот смотрите, по началу программы видно было, что она вот этими судейскими плюсами Маше Агаевой проигрывает. То есть там у Агаевой было +3, у нее +2. У Агаевой было +3, у нее +2. Хотя где-то она с ней сравнивалась по судейским плюсам по ГАЭ. Так, но у Хуснутдиновой плюс балл. Ой, не плюс балл, плюс балл и 0,3 было преимущество по итогам короткой программы. Но, видели недокрутик? Вот. И вот сейчас, на самом деле, если техническая панель углубится и под пересмотр поставит как минимум 3 прыжка. Вот еще раз смотрим. Луц, наружного ребра не было. Недокрут, 100% недокрут. И вот сейчас, по идее, техническая оценка, здесь тоже, по-моему, вот на мировом уровне, да, если бы это был большой международный ИСУшный турнир, и сидела бы ИСУшная бригада, то здесь ее бы покарали прилично. И сейчас бы там улетела бы с базы, с той технической оценки, которую мы видели, баллов бы 5 улетело. И здесь сейчас будет возникать вопрос: галка, то есть понижение базовой стоимости прыжка, или Q, то есть оставление базовой стоимости, но ошибка, и тогда судьи должны -1 как бы проставить. Не знаю, по большому счету, по частоте, амплитуде, свободе прокат Маши Агаевой выглядел увереннее. И как-то это все-таки чувствуется, да? Вот, казалось бы, небольшая разница в возрасте. 13 Дине, 14, скоро будет 15 Маше. Но это чувствуется у Агаевой какое-то более уверенное катание. Но не будем забывать, что Мария Агаева в этом году по юниорам выступила, была бронзовым призером юниорского этапа Кубка Федерации, Волжский пируэт. Ну, вот на золотом коньке Москвы 8-е место, но в Самаре-то 3-е, это серебро. И выиграла Маша Агаева
Тюменский Меридиан, была второй на чемпионате Москвы. Ну что же, но про Дину тоже хочется сказать чуть-чуть добрые слова. Хочется поздравить ее тренеров Надежду Заякину и Алию Халфину. Ох, сейчас какая работа идет в технической бригаде и в судейской бригаде. Мне кажется, что это все-таки не в ее пользу идет работа. У Агаевой за технику 70.06. За компоненты 61.65. Мне кажется, что и компонентами Агаева, по идее, превзойдет Хуснутдинову. Но второе место. Хотя почему я так тороплюсь? Может быть и первое. Оценка за произвольную у Агаевой 131.71. Общая 195.67. Для Агаевой суммы рекордные. Для Хуснутдиновой, ну вот у нее был на первенстве Казани 189 и 190 на зональном первенстве Уральского и Поволжского. Ой, боюсь, не дотянемся. Или спасет короткая программа, баллы 0,3. Но мало. Но с другой стороны, друзья, мы увидели очень красивые, классные программы. И качественно исполненные, и сложные, да. Поверьте мне, что с уровнем таких программ они бы на Европе могли бы посоперничать. Ну, понятно, что это юниорское катание. Но все. 129,8 балла. Все, расстроилась. 129,8 балла, она вторая. 34 балла. Хотелось уже первого. Второе. Да. Поздравляем. Поздравляем Машу Агаеву. Поздравляем Дину Хуснутдинову с серебром. И поздравляем Машу Парамонову с бронзовой медалью. Но все равно, мне кажется, такая работа казанской знаменитой школы «Стрела» проделана. Так что Мария Агаева, Дина Хуснутдинова и Мария Парамонова. Вот наша тройка. И обратите внимание, как были у нас два лидера Агаева, Хуснутдинова, но они были в другом порядке, Хуснутдинова, Аганова по итогам короткой программы. Так они и остались первыми, просто поменялись местами. И причем разница, вы видите, просто минимальная разница. Ну и, конечно, сейчас очень обидно Даше Каревой. Она 0,3 не смогла дотянуться до бронзы. Но тут вот это вопрос абсолютной субъективности. То есть это просто оценка компонента, которая сыграла за Парамонову. Так решили судьи. А Марию Парамонову поздравляем с бронзой. ЦСКА, знаменитая школа ЦСКА, возвращается отсюда с игр «Дети Азии» с медалью. Ну что ж, дорогие друзья, прощаемся с вами. Поздравляем девочек. Спасибо им за это замечательный праздник фигурного катания. И следим за фигурным катанием на этой неделе. Очень много событий в мире, в России. Так что любим фигурное катание. С вами был Андрей Журанков. Счастливо.
и господа, начинается церемония награждения победителей и призеров вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Ladies and gentlemen, we begin the victory ceremony for the second Winter Games Children of Asia Figure Skating. Начинается церемония награждения победителей и призеров по фигурному катанию среди девушек. The awarding ceremony of the second Winter Games Children of Asia Ladies Figure Skating begins. Медали вручает Medals are awarded. президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Владимирович Максимов. Сувениры вручает Souvenirs are present by глава города Новокузнецка Сергей Николаевич Кузнецов. За третье место бронзовой медалью награждается the third and bronze medal from Мария Парамонова, клуб ЦСКА, город Москва, Россия. За второе место серебряной медалью награждается second and silver medal from Дина Хуснуддинова, спортивная школа «Стрела», Казань, Республика Татарстан. Золотую медаль и звание чемпиона зимних международных спортивных игр «Дети Азии» завоевала gold medal and the title of champion of the second Winter Games Children of Asia from Мария Агаева, клуб «Армия фигурного катания», город Москва. Дамы и господа, прошу всех встать. Звучит гимн Российской Федерации. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the Russian Federation.
Дамы и господа, провожаем победителей и призеров громкими аплодисментами. Ladies and gentlemen, these are your champions. Завершена церемония награждения победителей и призеров вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». The victory ceremony for the second Winter Games Children of Asia has ended. Приглашаем победителей и призеров на также почетных гостей для церемонии фотографирования.